Этим летом Украина оказалась в антирейтинге. Мы на 9-м месте в списке стран с самым большим объемом мусора на жителя. На каждого украинца припадает больше 10,5 тонн отходов, накопленных в ожидании глобальных решений, то ли политиков, то ли ученых. Каждый украинец генерирует около 300 килограммов лишь бытового хлама ежегодно. Наши города уже задыхаются в мусоре. Мы поехали внутрь одной из самых известных свалок Украины, чтобы искать выход из проблемы. Мы в Полтаве. Это один из самых древних городов Украины. Очень зеленый и очень атмосферный. Почему мы сюда приехали? Какие тут экологические проблемы? Именно отсюда мы решили показать то, что происходит в каждом городе. Мусорный апокалипсис под боком. На помойку открывается вид прямо из центра города. Стоишь в альтанке, визитной карточке Полтавы, любуешься городской панорамой и видишь гору мусора. Макуховская свалка занимает площадь в 22 футбольных поля, а высота с уровня карьера уже равна обычному 9-этажному дому. Только с начала года она горела больше 10 раз. И тогда токсичными выбросами свалочных газов дышит вся округа. Возле этого мусорного моря мы встретились с местным активистом Сергеем Антоненко. Он выиграл суд против городского совета за бездействие в вопросах ненадлежащего обращения с опасными отходами. И вся проблема в том, что на эту свалку свозили все отходы, заводские отходы, отходы опасные, ртутные отходы, там ртутные лампы, батарейки, градусники сюда попадали. Очень много полимера, очень много пластика, пластмассы, очень много. И когда эта свалка вперемешку с органикой выделяется газ метан, свалка воспламеняет, и это все горит. Пока мы записывали интервью, то тут, то там возникают маленькие очаги самовозгорания. Пожар на свалке может вспыхнуть из-за чего угодно. Выкинутого зеркала, которое сработало как линза, подпала, как иногда говорят чиновники. А чаще всего из-за высокой температуры гниения отходов. Мало что так вредит здоровью человека, как выбросы от горения мусора. Даже тление обычного полиэтиленового пакета приводит к выбросам более чем 70 химических соединений. А здесь вся таблица Менделеева. А вторая опасность. На свалке вырабатывается так называемый фильтрат. Это дождевые воды, когда снег тает, вода попадает на свалку, она просочивается сквозь шары этого полигона и впитывает в себя вот эти все опасные отходы. Технология эксплуатации мусорного полигона тут совершенно не соблюдена. Макуховская свалка возникла после Второй мировой войны как стихийная на месте песчаного карьера. Тут нет ни противофильтрационного экрана на дне, ни системы отвода и очистки. Ядовитый фильтрат свободно стекает и попадает прямо в грунт и подземные воды. А рядом протекает река Коломок и Ворскла, притока Днепра. Мы встречаем местного жителя села Макуховка, который чуть ли не заборами упирается в кучу мусора. Первые хаты начинаются за 300 метров. Естественно, хорошего здесь мало. Когда за год на этой свалке было более 10 пожаров. И притом некоторые тушили даже не одни сутки. Малые очаги возгорания практически существуют почти постоянно. Вот сейчас в данном случае там где-то дымок видать. И свалку перекрывали, и дорогу перекрывали. И акции протеста и в городе движение перекрывали, и чуть ли не срывали сессии областной рады, городской сессии городских советов, для того, чтобы нас обратили внимание. Если сказать, что это монстр, это ничего не сказать. Это просто бомба замедленного действия.
Заходим в гости в случайный дом в селе Макуховка. Вода из колодцев тут непригодна. Она маслянистая, желтого цвета и неприятно пахнет. Це який осадок, ось дивіться. Бачите, он який? Ой, ртуті тут скільки. Гальваніка все. Штамповки як горіли ночі, палили, щоб ніхто не бачив. Форточку не можна було відкрити. Отакі тірікони стояли, як атомні взриви. Як горить, ось ж недавно горіло. Та 10 разів вже в цьому році. Так, вже горіло. Так, Дихати нічим, закриваємо все. все закриваємо. Мы приехали к активистам в Полтаве, которые уже больше 5 лет занимаются борьбой с мусорной стихией, а главное, смогли добиться конкретных результатов. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Несмотря на масштаб проблемы, в городе есть активисты, которые пробуют развести руками собирающиеся тучи. Объединение «Эколтава» из таких. Сначала они создали онлайн-карту пунктов приема вторсырья. Потом креативными акциями привлекали внимание к мусорной стихии. А параллельно судились с городом. Год назад, кажется, стал известным ваш фотопроект, сделанный на Макуховской свалке. Расскажи о нем, как вообще, кто придумал эту идею и как вы реализовывали? Ну да, это было где-то, это моя любимая, кстати, фотография. Бегущий человек, да, здоровый образ жизни, просто очень здоровый. Идея пришла студентам Украинской академии лидерства. Это был полный трэш с мусором, как бы. И вот мы решили такое что-то сделать. Жизнь на фоне свалки. Ну, у нас просто как бы было две цели. Первая вообще, чтобы людям было не все равно. И мы делали это максимально креативно, там, акциями, информационной кампанией там, в соцсетях. А вторая, у нас просто была проблема, что ну, мэр вообще не реагировал, то есть вообще, от слова вообще. И мы уже думали и так, встречаться с нами он не хотел. Ну, мы решили подать в суд. Сначала это сделал Сергей Антоненко, он член Эколтавы, и от себя просто с опасными отходами. И там еще такая ситуация была, что он его выиграл, а они апелляцию подали. То есть они не согласны, да, что город должен собирать опасные отходы. И мы решили тогда вместе подать иск тоже от Эколтавы и от него отдельно, чтобы решить проблему. Активисты судебным путем добились разработки городской программы обращения с бытовыми отходами и запуска экобуса в Полтаве, который будет собирать опасные отходы. Это один из первых подобных прецедентов в Украине. Мы пошли в городскую администрацию узнать, что они собираются делать с проблемой мусора. Что можно сделать и какие шаги мы предпринимаем? Ну, во-первых, за этот год, который прошел, мы впервые, коммунальное предприятие КТП-1628, которое вывозит мусор, впервые начало самостоятельно заниматься реализацией вот этого мусора, который мы там отбираем: пластик, стекло, бумага. Вот на сегодняшний день у нас уже порядка там 1 300 000 гривен коммунальное предприятие заработало на этом. Если брать, сравнивать, то вот прошлые года эта сумма была не больше там 12-15 тысяч гривен в год. То есть это колоссальный, скажем так, разрыв в этих цифрах. Макуховская свалка переполнена на 140%, и ее должны были закрыть 20 лет назад. Но место для нового полигона найти не могут. Никто не хочет повторения Макуховки возле своих домов. Поэтому в администрации говорят, что будут хотя бы уменьшать количество мусора, который туда приезжает. Для этого расставили баки раздельного сбора отходов по всему городу и создали пункты для сбора древесины. Коммунальное предприятие теперь само занимается сортировкой и собирает опасные отходы. Значит, на сегодняшний день мы купили, уже оборудовали этот один экобус, он с 1 октября будет курсировать по городу. Удалось увидеть Макуховскую свалку изнутри нам не сразу. Добившись доступа, мы узнали то, чем хочется поделиться, и как позитивный опыт. Мы попали на Макуховскую свалку. Вокруг куча мусора, всего, что мы производим. Территория разделена на сектора. Пока в одном бурлит работа, в других под открытым небом лежат отходы самого разного калибра и вида. А мы заходим в зону, покрытую слоем грунта. Только в этом году Макуховская свалка стала двигаться в сторону рекультивации. Мусорные кучи стали засыпать землей. Что это дает? Во-первых, уменьшает вероятность пожаров. Во-вторых, убирает запах. Тут действительно его минимально. В-третьих,
мусор садится быстрее. В-четвертых, мусорная свалка, которую видно даже с исторического центра, перестала быть Белой горой. Конечно, для такой огромной свалки площадью в 17 гектаров земли нужно очень много. Макуховской свалке повезло, потому что рядом ремонтируют трассу Киев-Харьков, и земле оттуда нашли хорошее применение. Кроме того, на Макуховке добывается биогаз. Как это происходит? Бурятся скважины прямо внутрь мусорных куч. Туда прокладывается труба, сформированный газ подается по этой трубе и выходит через вот эту маленькую, которая тоже тут проложена системой, попадает на станцию, и оттуда энергия по зеленому тарифу продается дальше. Подобных станций пока лишь 10 на всю Украину. Добычей биогаза со свалок занимается частный бизнес. Проект окупается инвесторам в 5 лет. Город тоже выигрывает. Происходит дегазификация мусорных залежей, а значит меньше метана и риска возгораний. Плюс 300 тысяч гривен ежегодных отчислений в бюджет коммунального предприятия. А так выглядит Макуховская гора с высоты птичьего полета. На этих кадрах хорошо видно, что в рабочем квадрате копошатся люди. Это явно не сотрудники коммунального предприятия. Все-таки не всем посторонним вход запрещен. Старателей, желающих работать на мусорных приисках, хватает. И если в Полтаве коммунальное предприятие, судя по возросшим доходам, взялось официально реализовывать отсортированное сырье, то во многих других городах Украины свалки остаются теневым доходным бизнесом. Строительство разных мусороперерабатывающих заводов – это достаточно, скажем так, дорогостоящее удовольствие. И тут безусловно, поддержка и бюджета центрального, и, в принципе, законодательная поддержка, потому что во всем мире на этом бизнес делает деньги. Есть успешные и чешские компании, и немецкие, и швейцарские, которые абсолютно спокойно могут это все делать. Но есть системные проблемы, это тариф маленький, это определенные ограничения в законодательном поле. Вопрос мусора – боль каждого украинского города. Лишь этой осенью свалки масштабно горели под Киевом, Черниговом, Днепром, Ивано-Франковском, Ровно, на Житомирщине, Карпатах, Тернопольщине и других регионах. Выглядит так, что властям гораздо проще не замечать проблему, чем искать цивилизованные пути решения. Но этим мы лишь приближаем техногенные катастрофы или повтор трагедии, подобной Грибовицкой на Львовщине. Бомба замедленного действия сейчас заложена повсюду. А пока экоактивисты советуют делать, что можешь. А именно, хотя бы позаботиться о своем личном экологическом следе. Ответственно подходить к выбору вещей и сортировать самому. Идея в том, чтобы как минимум уменьшить нагрузку на такие свалки, как Макуховская. Что изменит сортировка? Да, в первую очередь мы экономим ресурсы. Например, стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз. Пластик, конечно, уже 2-3 раза, то есть лучше его избегать. Когда мы сортируем бумагу и сдаем на переработку, мы оставляем деревья. Вот как у тебя это дома процесс организован? То есть это 5 контейнеров где-то стоит? Или вот как ты организовала компостную яму себе дома? В зависимости от места жительства, это квартира или частный дом, конечно, будет по-разному. Лично у меня, например, для органических отходов компостное ведро, оно занимает очень немного места, это 10-12 литров, вакуумно закрывается. Для бумаги маленькая коробка, время от времени можно выбрасывать в баки, спасибо, что они появились в городе. Пластик тоже лучше сжимать, и, например, тоже такая небольшая коробка или какой-то мешок. Стекло тоже лучше сразу выносить в такие пункты приема или переработки. То есть надо начинать с малого и постепенно наращивать свои сортировочные возможности. Скиллы, да. Здесь кусочек каждого. Мы своими руками создаем эти кучи себе же и своим детям. Может, пора что-то сделать и не превращать свою жизнь в мусоросвалку?